Вы чувствуете, как внутри вас что-то неумолимо сжимается, как эмоции, которые вы, казалось бы, давно похоронили, снова стучатся в вашу дверь. Если в последнее время вас преследует ощущение, что грядет нечто масштабное, нечто такое, что вы не в силах контролировать, вы не одиноки. 1 мая 2026 года нас ждет одно из самых интенсивных астрологических событий года. Это полнолуние в Скорпионе. Это время, когда все тайное становится явным. Это, конечно же, не легкая и не поверхностная энергия. Это вскрытие самых глубоких психологических нарывов. Это встреча со своей собственной тенью. И сегодня я расскажу вам, почему это полнолуние разрушит то, что больше не работает, и как именно оно трансформирует жизнь каждого из 12 знаков зодиака. Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Наталья Акрукс, и я проводник в мире глубоких астрологических трансформаций. Моя цель не просто давать вам прогнозы, а помогать вам понимать энергии Вселенной так, чтобы вы могли использовать их для своего роста, процветания и обретения подлинной внутренней силы. Если вы здесь впервые, то прямо сейчас нажмите кнопку «Подписаться» и колокольчик. Поверьте, в эти нестабильные времена, в которые мы живем, вам понадобится этот компас. Напишите в комментариях свой знак зодиака и город, из которого вы меня смотрите. Давайте создавайте наше мощное, осознанное комьюнити. А мы начинаем погружение на глубину. Итак, давайте разберемся, что же происходит на небе 1 мая 2026 года. Луна у нас достигает 11 градуса знака Скорпион, встав в точную оппозицию к Солнцу в Тельце, которая находится в 11 градусе Тельца. Ось Телец-Скорпион – это всегда ось ресурсов, ценностей, фиксированной, очень упрямой энергии. Скорпион – это водный фиксированный знак. Что это значит для нас с вами на практике? Это означает, что Скорпион будет удерживать в себе эмоции, он их консервирует, прячет глубоко внутри. Многие думают, что люди с выраженным Скорпионом не имеют эмоций, потому что они их не показывают. Но это величайшее заблуждение. Там внутри бушует океан, просто он не переработан. Полнолуние – это всегда момент высвобождения, когда все, что накопилось месяцами, а то и годами, выходит на уровень нашего сознания. Это не те легкие эмоции, которые вспыхнули и погасли. Нет. Это старые, застоявшиеся блоки, с которыми у нас наконец-то появляется возможность встретиться лицом к лицу. Телец, где находится наше Солнце этого полнолуния, требует от нас стабильности. Солнце в Тельце говорит: я хочу наслаждаться 5 чувствами, я хочу реального трехмерного мира, я хочу безопасности и материального комфорта. Но Скорпион на другой стороне говорит: а как же насчет глубины? А как насчет ресурсов других людей? А как насчет психологической правды наших чувств? И Скорпион не терпит поверхности, он жаждет подлинности, чего-то очень настоящего и сырого. Это время так называемой теневой работы, честного взгляда на свои страхи, табу, темные уголки души, которые мы скрываем даже от самих себя. Но почему именно это полнолуние будет ощущаться так интенсивно? Потому что прямо перед тем, как Луна станет полной, на небе формируется жесткая конфигурация Тау-квадрат к Плутону. Плутон сейчас находится в 5 градусе Водолея, еще одном фиксированном знаке. И дни, предшествующие 1 мая, будут пропитаны этой плутонианской давящей энергией. Квадрат в астрологии – это всегда напряжение. Нас будет в прямом смысле слова сдавливать. Но это сдавливание происходит во благо, ради обретения нашей истинной силы. Плутон управляет кризисами, компульсивным поведением и трансформацией. Кризис – это слово, которое пугает многих. Никто не любит кризисы. Но давайте посмотрим правде в глаза. Кризис – это всегда приглашение на новую дорогу. Это начало чего-то нового. Но вот представьте себе семечко, которое сажают в землю. Оно должно прорасти и расцвести, а затем умереть, чтобы дать жизнь новому циклу. Это и есть Плутон. Плутон – это неизбежность. Если что-то изжило себя, если что-то умерло метафорически, пути назад уже нет. Вы не можете вернуться к старому доброму прошлому. Например, кто-то из вас может внезапно осознать, что ваша карьера завершена. Вы просыпаетесь однажды утром и понимаете: нет, я больше не могу это делать, я увольняюсь. И хотя это вызывает огромный страх за свою безопасность, ведь как так бросить стабильность Тельца? Внутри вы знаете, что это правильно.
Чем больше вы сопротивляетесь этой энергии Скорпиона и Плутона, тем больнее будет вам. Но чем больше вы соглашаетесь с процессом и говорите: да, это больно, но я согласен, это работа, и эти отношения больше не для меня, тем быстрее происходит исцеление. Вы потом еще скажете себе: почему же я не сделал этого раньше? Обязательно стоит посмотреть на управителя этого полнолуния. Древний управитель Скорпиона – это Марс. И в этот момент Марс находится в своей сильной позиции, в 16 градусах Овна. Он движется очень быстро, на него больше не давит ограничивающий Сатурн. Марс в Овне кричит: вперед, действуй, не стой на месте. Но здесь скроется подвох. Марс формирует квадрат к Юпитеру, который находится в Раке. А Юпитер – это планета оптимизма, грандиозных планов. И этот аспект похож на ребенка, который слишком разыгрался, потерял бдительность и в итоге упал. Это предупреждение для нас всех. Не берите на себя слишком много. То, что не сможете потянуть. Энергия так и манит сделать импульсивный шаг. Вы можете почувствовать себя настолько бесстрашным, что решите, например, скупить полмагазина, а на следующий день поймете, что вы банкрот. Прошу вас, замедляйтесь. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить, и не переоценивайте свои силы. В то же время 1 мая у нас происходит мощное соединение Меркурия и Хирона в 27 градусе Овна. Меркурий – это планета мыслей и общения, а Хирон – это раненый целитель. Общение в эти дни может быть быстрым, болезненным. Вы можете услышать или сказать что-то, от чего захочется потом спрятаться и сказать: боже мой, что я сказал. Но именно через эту боль, через проговаривание эмоций придет колоссальное исцеление. Как говорят, чтобы исцелить, нужно это прочувствовать, проговорить. Друзья, если вы уже чувствуете, как эти темы откликаются в вашей жизни, поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Это помогает алгоритмам YouTube показывать такие важные знания большему количеству людей. А теперь давайте перейдем к самому главному – прогноз для каждого знака зодиака. Найдите свой знак под тайм-кодом в описании под этим видео. Дорогие Овны, это полнолуние освещает ваш 8-й дом. Это самое сердце энергии Скорпиона. Для вас темы трансформации, жизни, смерти, возрождения звучат максимально глубоко. Вы начнете видеть невероятные глубины своего характера и понимать вопросы, которые связаны с ресурсами, с которыми вы делитесь с другими людьми. Это могут быть налоги, наследство, кредиты или же вопросы глубокой интимности и доверия в отношениях. Что-то, что было скрыто на эмоциональном уровне или скрыто в финансовых документах, выходит наружу. Но не бойтесь. Марс, ваша главная планета, находится в вашем знаке. Это время брать инициативу в свои руки. Начинайте новые проекты, двигайтесь вперед. Единственное предупреждение: из-за квадрата вашего Марса к Юпитеру в 4-м доме не обещайте слишком многого и не перегибайте палку, особенно в делах, которые касаются дома, семьи. Зная правду, вы теперь точно знаете, как действовать. Тельцы. Для вас это полнолуние происходит в 7-м доме партнерства и отношений. То, что долгое время замалчивалось или игнорировалось в вашем браке, в бизнесе, партнерстве или в отношениях с близкими людьми, теперь всплывает на поверхность. Это не обязательно что-то плохое, это может быть и стрессовым, но необходимым для роста. Если ваши отношения давно мертвые, вы можете наконец-то сказать: все, с меня хватит. Если же вы готовы идти дальше, вы увидите реальность в вашей связи без розовых очков. Управитель этого полнолуния Марс сейчас находится в вашем 12-м доме скрытых дел. Это означает, что вы активно готовитесь к чему-то грандиозному за кулисами. Не раскрывайте пока свои карты. Марс перейдет в ваш знак в середине мая, и вот тогда вы заявите о себе миру. Главный совет: не давайте сейчас пустых обещаний ни партнерам, ни себе. Разберитесь в себе в тишине. Близнецы. Энергия Скорпиона подсвечивает ваш 6-й дом повседневной работы, рутины, здоровья и домашних животных. На свет выходит то, что вы не замечали в своей ежедневной жизни. Очень многие из вас могут сказать: я больше не хочу тянуть эту лямку на этой работе, я увольняюсь, я буду делать что-то совершенно иное. Возможно, ваше тело даст сигнал, что пора кардинально менять привычки и отношения к здоровью. Марс находится в вашем 11-м доме будущего, друзей и коллективов, и вы полны энергии, чтобы запустить новый проект с единомышленниками или вступить в какую-то ассоциацию. Это прекрасное время для постановки новых целей, но будьте предельно осторожны с финансами. Марс из 11-го дома делает квадрат к Юпитеру во 2-й дом денег. Не тратьте сейчас слишком много на друзей, не вкладывайтесь импульсивно в групповые проекты. Меняйте свой образ жизни, ставьте новые цели и двигайтесь вперед. Раки. Для вас это полнолуние одно из самых позитивных,
так как оно происходит в родственной водной стихии, в вашем пятом доме. Это зона творчества, любви, радости и ваших детей. То, что было скрыто в этих сферах, теперь обретает форму. Вы можете внезапно узнать что-то важное о своем ребенке, или же на поверхность всплывут скрытые романтические чувства. В любом случае, эта энергия течет для вас очень гармонично. Это может быть период невероятного творческого озарения, когда вы наконец-то материализуете свое хобби или романтическая связь перейдет на серьезный уровень. Марс в это время находится на вершине вашего гороскопа, в 10-м доме карьеры. Это сигнал. Действуйте, прорывайтесь вперед в профессиональной сфере. Вы можете получить повышение или взяться за крупный проект. Однако Марс в квадрате к Юпитеру в вашем знаке Рака предупреждает, что вы можете слишком сильно раздуть свое эго или взять на себя непосильные обязательства на работе. Не обещайте больше, чем можете выполнить, и успех вам гарантирован. Львы, вам предстоит серьезная работа. Полнолуние происходит в вашем 4-м доме семьи, корней и глубокого внутреннего эмоционального состояния. Более того, если у вас есть планеты с 7 по 15 градус Льва, вы почувствуете это давление очень сильно. Поднимается глубокая, застарелая эмоциональная боль или нерешенные вопросы, которые связаны с родителями и вашим местом жительства. Кто-то может решиться на радикальный переезд или капитальный ремонт. Но для большинства это будет мощнейший психологический сдвиг. Будьте готовы к тому, что вас накроют эмоции, глубину которых вы даже не подозревали. Вы не сможете даже контролировать эти эмоции, но это во благо. Это колоссальное исцеление. Вы признаете то, что не хотели никогда признавать в себе. Марс и Хирон сейчас в вашем 9-м доме расширения горизонтов. Ищите ответы в философии, религии, метафизике или через путешествия. Читайте книги, обучайтесь. Высшие знания помогут вам проработать эту тяжелую энергию 4-го дома. Остерегайтесь только чрезмерного расслабления. Квадрат к Юпитеру в 12-м доме говорит о том, что нельзя просто пустить все на самотек и витать в иллюзиях. Продолжайте усердно учиться и работать над собой. Девы, полнолуние в Скорпионе освещает ваш 3-й дом коммуникации, мышления, братьев, сестер и вашего ближайшего окружения. Энергия Скорпиона дружественна вам. Тут секстиль строится, поэтому трансформация будет происходить конструктивно. В это время могут всплыть какие-то тайны, или вы сами станете инициатором очень глубоких, серьезных разговоров. Ваша манера общения кардинально меняется. Если у вас есть бизнес, это идеальное время для тотального ребрендинга, запуска нового веб-сайта, полного изменения формата подачи информации. Марс сейчас находится в вашем 8-м доме глубокой психологии чужих ресурсов. Вы полны решимости разорвать оковы страха и тревог, которые вы сами себе надумали. Вы активно решаете финансовые вопросы, инвестиции, налоги и страховки. Но помните, что квадрат Марсу к Юпитеру в вашем 11-м доме. Не переоценивайте свои возможности перед друзьями или коллективом. Общайтесь искренне, будьте честны и позвольте старым ментальным паттернам умереть. Весы. Финансовая трансформация уже у порога. Полнолуние ярко освещает ваш 2-й дом денег, ресурсов и личной самооценки. Какая-то ситуация с вашими доходами дойдет до точки невозврата. Это может быть как внезапная потеря источника дохода, чтобы освободить, конечно же, место для нового. Так и невероятно мощный финансовый сделать прорыв. Скорпион и Плутон могут давать колоссальные богатства, если вы до этого правильно потрудились. Самое главное – это осознание своей истинной ценности. Вы поймете, где вы занижали свою планку, и начнете требовать того, чего реально заслуживаете. Возможно, вам придется сменить работу на что-то принципиально иное. Марс при этом активен в вашем 7-м доме отношений. Вас буквально подталкивают к активному взаимодействию с другими людьми, к созданию партнерства. Даже если вы одиноки, идите в люди. Вы можете свернуть горы вместе с партнером. Но остерегайтесь конфликтов на работе или чрезмерных обещаний руководству. Юпитер в вашем 10-м доме карьеры может спровоцировать вас взять на себя слишком много обязанностей в стремлении доказать свою ценность. Скорпионы. Это ваше время, это ваше полнолуние. Вся эта мощная, сдирающая кожу энергия направлена прямо на вас, на ваш 1-й дом личности. Пришло время показать миру, кто вы есть на самом деле. Без масок, без притворства. Вы будете остро чувствовать свои истинные потребности. Поскольку Солнце находится в вашем 7-м доме, эти изменения напрямую затронут ваши отношения с партнером. Если отношений нет, вы кардинально переосмотрите свои отношения к партнерству в будущем. Происходит грандиозное
серьезная зачистка всего наносного. Вы почувствуете себя невероятно свободными. Ваш управитель Марс находится в 6-м доме работы и здоровья. Это идеальный момент, чтобы энтузиазмом взяться за работу и полностью перестроить свой образ жизни. Займитесь спортом, пересмотрите питание. Как пишет автор книги «Атомные привычки», я вам ее советую прочитать, сейчас маленькие ежедневные изменения дадут вам феноменальный результат. Но не переусердствуйте, так как Марс делает квадрат к Юпитеру в 9-м доме. Ваши убеждения сейчас могут быть излишне оптимистичными. Оставьте реалистичные цели для своего здоровья и работы, и вы совершите квантовый скачок к успеху. Стрельцы, для вас это полнолуние происходит в самом скрытом 12-м доме гороскопа. Это дом подсознания, тайн, завершения, изоляции. Это означает, что прямо сейчас вам будут открываться ваши слепые зоны. Паттерны поведения, которых вы даже не подозревали, которые управляют вами из тени, выйдут на свет. Это очень мощный период для исцеления. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это отправиться на ретрит, уединиться, побыть в тишине и просто отпустить все, что накопилось. Позвольте эмоциям вымыть старую боль. Параллельно с этой глубокой внутренней работой ваш 5-й дом радости невероятно активен благодаря транзиту Марса. Вы можете запустить новый творческий бизнес, найти новое страстное хобби или погрузиться в головокружительный роман. Вы активны и полны оптимизма. Однако квадрат к Юпитеру в 8-м доме несет серьезный риск. Если вы начинаете бизнес, будьте предельно осторожны с кредитами и чужими деньгами. Берите только просчитанные риски, не делайте диких ставок. Балансируйте между внутренним очищением и внешним творческим горением. Козероги. Полнолуние в Скорпионе благотворно через секстиль освещает вас 11-й дом друзей, единомышленников, социальных сетей и надежд на будущее. Здесь происходит символическая смерть и возрождение. Вы можете внезапно осознать, что все, теперь я отписываюсь от этих людей, я больше не сижу в этих социальных сетях, я меняю фокус. Вы увидите своих друзей в истинном свете. Для кого-то это будет разочарованием, а кто-то, наоборот, поймет, что друг гораздо преданнее, чем казалось. Если вы владеете бизнесом, это полнолуние принесет плоды от вашей профессиональной деятельности, финансовые результаты и новые пути инвестирования прибыли. Ваш Марс находится в 4-м доме семьи и дома. Вы очень активны в домашних делах, возможно, будете работать из дома или будете делать ремонт. Но будьте осторожны, эта суета может привести к конфликтам с партнером. Квадрат Марса к Юпитеру в 7-м доме партнерства может спровоцировать жаркие споры на эту тему. Направляйте энергию на создание безопасности для себя и своей семьи, а не на выяснение отношений. Водолеи. Вы еще один фиксированный знак, и если у вас есть планеты с 7 по 15 градус, вы почувствуете это астрологическое давление всем телом. Полнолуние бьет в самую высокую точку вашего гороскопа, 10-й дом карьеры, статуса и вашего проявления в мире. То, как вы вносите свой вклад в общество, кардинально меняется. На работе может произойти кульминация, всплывут скрытые факты, тайны. Вы больше не можете работать по-старому. Вы захотите быть на 100% аутентичными и настоящими в своей профессии без всякой фальши. Марс в 3-м доме делает вас невероятно занятыми. Звонки, письма, короткие поездки, обучение новым навыкам. Это идеальное время для мощного запуска вашего бизнеса в интернете или агрессивной рекламной кампании. Ваша коммуникация сейчас – это ваше главное оружие. Но помните про Юпитер в 6-м доме здоровья и рутины, который делает квадрат к Марсу. Не перегорите. Не берите на себя столько рабочих задач, что ваше здоровье рухнет от истощения. Действуйте смело, прямо и открыто. Рыбы. Водная энергия Скорпиона гармонично перекликается с вашей природой. Полнолуние происходит в вашем 9-м доме системы убеждений, духовности, высшего образования и дальних путешествий. Для вас наступает момент кристально ясного осознания того, во что вы верите. Это глубокий духовный и метафизический опыт. Какая-то старая ограничивающая установка, например, деньги даются только тяжелым, адским трудом, должна умереть. Вы вдруг скажете: нет, я больше в это не верю, я выбираю изобилие. Ваш образ мыслей выходит из сумрака дефицита к свету возможностей. Вы можете отправиться в путешествие или начать обучение, которое полностью перевернет вашу картину мира. Марс при этом активно разгоняет ваш 2-й дом финансов и личной ценности. Вы готовы пахать ради повышения уверенности в себе и увеличения доходов.
Отличная возможность найти новый источник заработка. Но будьте внимательны к тратам на удовольствие и развлечения. Юпитер в вашем 5-м доме в квадрате к Марсу может соблазнить вас спустить заработанное на мимолетные радости. Повышайте свою планку, работайте над своими талантами, и вы обретете невероятную уверенность в себе. Друзья, полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года – это не повод для страха. Это великий космический шанс сбросить с себя старую кожу. Как змея оставляет в прошлом то, что ей уже тесно, так и вы должны оставить свои страхи, токсичные привязанности и иллюзии. Плутон требует честности, а Вселенная всегда вознаграждает тех, кто смело смотрит в глаза своей тени. Поделитесь в комментариях, в какой сфере жизни вы уже чувствуете это сдавливающее, но трансформирующее напряжение. Обязательно подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали, чтобы мы вместе могли проходить через эти мощные энергии легко и осознанно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, где мы разберем не менее важные транзиты. С вами была Наталья Акрукс. Обнимаю каждого из вас. Пусть эта трансформация придет во благо. До встречи в новых видео.